Привет, друзья! Я Андрей. После предыдущего видеоролика про средства связи для путешествий и походов, меня попросили отснять отдельное видео про спутниковые телефоны. Это не видеообзор определенной модели спутникового телефона, нет. Я просто хочу показать, какие функции полезны путешественнику, как ими пользоваться. В управлении он не сложнее смартфона, а меню его вообще напоминает меню старых телефонов Nokia. Если вы хотите подробно разобраться со всеми функциями этого телефона, на официальном сайте есть хорошая инструкция на русском языке. Ссылку я оставлю ниже в описании. Сегодня я хочу поговорить именно о функциях этого устройства, применимых для любителей путешествий, и дать практические советы. А именно о том, как сделать бесплатный телефонный звонок, чтобы быть спокойным, что система нас видит. Как отправить с него смс или email. Как узнать свои координаты и поделиться ими с друзьями или отправить на Facebook. Кроме того, я поделюсь несколькими советами о практическом применении в путешествии. Итак, перед тем, как включить телефон, нужно поднять его антенну и направить ее на экватор. И нажать кнопку включения. Телефону сначала нужно определить свое местоположение по встроенному GPS. Без определения координат он работать не будет. Иногда этот процесс занимает несколько минут, поэтому давайте его включим, а пока он запустится, я расскажу подробнее о его технических характеристиках. Итак, он умеет определять текущие координаты, передавать и принимать смс и email. Батарейки телефона хватает на 100 часов в режиме ожидания или на 8 часов разговора. Хотя тут время определяется, конечно же, не батарейкой, а размером кошелька. Но об этом попозже. Теоретически телефон можно использовать в качестве модема, но скорость будет всего 20 килобит в секунду. И это никак не будет оправдано финансово. Для доступа в интернет у системы Inmarsat есть специальные устройства и планы со скоростью порядка полумегабита в секунду. Телефон этот удара, пыли и брызга защищен. Да, использовать телефон можно, не снимая перчаток. Рассчитан он на диапазон температур от минус 20 до 55 градусов Цельсия. Так, телефон определил свое текущее положение, и давайте теперь поговорим об его использовании. Первым делом давайте проверим, каким провайдером мы пользуемся и какой у нас номер телефона. Вот он показывает, что мы подключены через SetHome Global. Ну и это наш номер. Кстати, все телефонные номера Inmarsat начинаются с плюс 87 077, вне зависимости от провайдера. Далее давайте проверим качество связи и позвоним на тестовый номер 87 077 6 39 39. Этот номер также не зависит от вашего провайдера. Your iPad phone service. Your call has been successful and you have not been charged for this test. Thank you. Goodbye. Электронная тетенька говорит, что звонок удался и что денег за него с нас не возьмут. Да, надо иметь в виду, что несмотря на то, что звонок бесплатный, для того, чтобы на этот бесплатный номер позвонить, нужно иметь на счету какую-то сумму. Идем далее. Как я уже сказал, с телефона можно отправить смс. Процесс отправки ничем не отличается от обычного телефона. Таким же образом можно отправить сообщение и на email. Нужно иметь в виду, что в телефоне нет встроенного клиента именно email почты. Со стороны телефона будет отослана обычная смс, но Inmarsat уже у себя отправит его на email шлюз и доставит его на email адрес получателя. По этой причине длина сообщения, что смс, что email, будет ограничена 160 знаками, если набирать его латинскими буквами, или 135 символами, если выйти за использование латинского алфавита и набирать текст кириллицей. Кстати, телефон поддерживает русские буквы при наборе сообщений и можно использовать меню на русском языке. Ну давайте отошлем email, но не ограничимся при этом просто сообщением, а попросим телефон отослать наши текущие координаты. Для этого у него есть встроенный шаблон. Выбираем контакт из записной книжки и нажимаем Send. Имейте в виду, что телефон покажет только те контакты, у которых прописан email адрес. Ждем, пока на изображении конверта в правом верхнем углу мигает зеленая стрелка, и пока не появится сообщение, что все отправилось благополучно. Ну теперь давайте проверим почту на моем телефоне. Так, вот, письмо получили. Интересно, что для вашего адресанта в нем есть инструкция о том, что ответ не должен превышать 160 символов. Остальной текст просто будет отрезан. Обратите внимание, что письмо пришло на адрес, который состоит из номера телефона, собачки и имени сервера messages.inmarsat.com. Это и есть ваш email адрес.
Если вы не хотите ограничиваться готовыми сообщениями с вашими координатами, а хотите что-то из них убрать или добавить, то нужно будет проделать несколько дополнительных операций. Заходим в пункт GPS, узнаем наши координаты, выбираем отправку и сохраняем. Выходим из GPS и переходим к сообщениям. Находим наше сообщение в черновике и редактируем его. Советую заранее подготовить несколько стандартных фраз и записать их как заготовки. В этом случае вам не нужно будет набирать однотипные сообщения каждый раз, а можно просто использовать эти самые заготовки. Как пример, перед самими координатами я использую заготовку с текстом «Ночуем тут». А после них другую заготовку «Завтра собираемся». Ну и дописываем сообщение до конца. Обратите внимание, что в левом верхнем углу указано, сколько символов вы еще можете уместить в это сообщение. Ну и как я уже сказал, при наборе по-русски лимит будет меньше, но возможность такая есть. Итак, отправляем это сообщение на этот самый заветный номер 898 и опять ждем уведомления об успешной отправке. Как вы, наверное, поняли из этого уведомления, таким образом мы отправили это сообщение на ленту Facebook. Давайте с этого места поподробнее. Этот номер 898 – это специальный шлюз между Inmarsat и Твиттером. Для того, чтобы Twitter знал, что это сообщение от вас, вам заранее нужно зарегистрироваться в Твиттере и в своих контактах там прописать номер Inmarsat телефона. Все остальное Inmarsat делает за вас. Но я не пользуюсь Твиттером, поэтому я настроил автоматическую переадресацию с Твиттера на Facebook. Давайте проверим Twitter. На данный момент в нем 29 моих старых сообщений. Сейчас я передерну страничку браузера. Теперь мы увидим пару новых сообщений. Не удивляйтесь, что их два, потому что я отослал тестовое сообщение перед съемкой этого ролика. Аналогично проверяем Facebook. И видим, что сообщение появилось и тут. Ну и напоследок давайте сделаем звонок на обычный телефон, чтобы проверить слышимость и качество связи. Обратите внимание, что номер успешно определяется. Алло. Все. Слышимость вроде ничего. Ну и напоследок несколько советов. Стоимость звонка зависит от провайдера, тарифа, срока этого тарифа и от других факторов. Если вам телефон не нужен постоянно, то скорее всего вы будете пользоваться тарифами по предоплате на месяц. В остальное время телефон не требует какой-либо оплаты для поддержания номера. В случае тарифа по предоплате оптимальная цена отправленного сообщения равна примерно половине доллара. Минута исходящего разговора обходится примерно столько же. Входящие сообщения бесплатны и вам, и отправителю. Входящие звонки тоже бесплатны для вас, но для того, кто вам звонит, они будут очень-очень дорогими. Я пользуюсь местным провайдером, но для выбора того, что вам подходит, советую зайти на страницу Amazon. Я оставлю несколько ссылок в описании. Там присутствуют разные провайдеры и их перекупщики. Это дает возможность проанализировать именно текущую ситуацию на рынке, а может даже выбрать и купить то, что нужно. Вам вышлют сим-карту провайдера, которая сама по себе практически ничего не стоит. А уже для пополнения счета нужно покупать там ваучер с так называемой электронной доставкой, когда после оплаты код или ваучер приходит по e-mail. И этот код нужно просто ввести в телефон при условии, что он видит спутники. Хочу добавить, что ваучер имеет срок активации и, как правило, довольно большой. В связи с этим можно купить ваучер на 1 месяц с активацией в течение года и держать его только на случай непредвиденных обстоятельств. Еще один важный момент. Поскольку система глобальная, и ей все равно, из какой страны вы звоните, нужно понимать, что номера экстренных служб 03, 911 или 112 и тому подобные с него не набираются. Нужно заранее знать обычные стандартные номера телефонов служб спасения и желательно прописать их в записной книжке телефона. Зарядка телефона идет по обычному USB разъему, как на андроидных устройствах, что значительно упрощает процесс, поскольку можно использовать USB-провод со всякими прикуривателями, пауэрбэнками и всем тем, что связано с USB-зарядкой. Версия прошивки телефона постоянно обновляется, и некоторые провайдеры требуют обновления до последней версии, грозясь, что их сим-карта работать не будет.
Советую обращать на это внимание и перед отъездом в путешествие установить последнюю прошивку. Прошивки доступны на официальном сайте inmarsat.com. Заходим в саппорт. Кликаем на нашу модель. Тут есть разъяснение, какая минимальная версия необходима, какая из них последняя, линк на последнюю версию, программа для прошивки и даже подробная инструкция на человеческом языке. Скорее всего, для прошивки вам понадобится драйвер телефона. Опять же с инструкцией. Для особо продвинутых есть программа для синхронизации контактов на компьютере с телефонной записной книжкой. Естественно, тоже с инструкцией. Тут же вы найдете карту покрытия, где видно, что спутники геостационарные, то есть висят над одной и той же точкой на экваторе. Ну и в завершении я покажу, как отправить бесплатное сообщение на телефон с сайта Inmarsat. В верхней строке пишем номер телефона. В следующий свой контакт, чтобы получатель понял, от кого получено сообщение и куда отправить ответ. Ну и далее пишем само сообщение, учитывая количество символов. Да, сюда кликать не надо. Отправляем, нажав на Send. И получаем подтверждение. Ну что ж, желаю вам побольше путешествовать в тех местах, где не добивает сотовый сигнал. И при этом сообщать вашим близким и знакомым о ваших координатах. Если узнали для себя что-то новое, ставьте лайки, подписывайтесь, если вам интересен дух путешествий. А на этом у меня все. До встречи на дорогах. Пока.